Наша сегодняшняя тема – религия как неотъемлемая часть культуры. Итак, то есть слово «неотъемлемое» стоит с вопросом, стоит в скобочках, то есть зачастую религия подается нам как то, что от культуры в целом отнять нельзя, но в наше время происходит интересная подмена понятий, причем очень серьезных понятий. Религия не просто заявляет о том, что она неотъемлемая часть культуры, но зачастую религиозные деятели пытаются подвести всех окружающих их людей, вне религиозных, к тому, что религия – это есть культура во всей своей полноте. Причем пользуются весьма убедительными и правдоподобными аргументами для того, чтобы подтвердить свою позицию. Вот это такое неорелигия или пострелигия, как я в своем докторской диссертации об этом писал. Но вот об этом поговорим как раз последовательно, постепенно. Итак, религия как часть культуры. Для начала, конечно, нужно определиться с понятиями культура и религия. И с самого начала, еще до этого, некоторая преамбула, нужно развести некоторые вещи, которые зачастую смешивают, либо ввиду отсутствия грамотности, либо просто намеренно мошенническим образом. Религия в культуре и религиозная культура – это разные вещи. Религиозная культура – это культура, создающаяся в рамках определенного религиозного сообщества. В то же время в любом широком сообществе, таком как страна, нация, этнос, цивилизация, если угодно, есть культура, и религия является лишь одной из ее частей. Религиозников это, конечно же, не устраивает, они пытаются вырваться, и поэтому вот это уравнивание они постоянно пытаются провести, что раз религия является частью культуры, значит религиозная культура это одно и то же. Нет, религиозная культура это часть лишь общей культуры, равно как нельзя смешивать другие два понятия. Духовность и религиозность, говоря на языке психологическом, на языке культурологическом, религиозная культура и духовная культура. Грубо говоря, духовным человек может быть, не будучи религиозным. Духовность – это более обширное понятие. Это ситуация, в которой человек признает вмешательство в свою жизнь высших нематериальных принципов. Не сущности, а принципов. Таким образом, если человек движим понятиями, например, совести, долга, здравого смысла, разума, это тоже духовность. Потому что это высшие понятия, которые заставляют человека подчинить им свою жизнь. Это духовность. Но при этом человек может быть абсолютным скептиком, агностиком и даже воинствующим атеистом. То есть он может быть духовным, но не религиозным. Поэтому понятие духовная культура, оно более обширное. Оно может включать в себя религиозную культуру и может обходиться и без нее. А вот религиозная культура по определению является всегда частью духовной культуры, потому что она использует понятие трансцендентного плана, то есть нечто нематериальное, сверхъестественное и прочее. Итак, культура. Термин культура происходит от старолатинского слова культус, которое означает действие, совершаемое сеятелем в момент погружения семечка в землю. Это действие не просто закапывание, а именно поклон. Наклоняя, сеятель опускает семечко в землю, засыпает его. То есть он воспроизводит природный процесс на своих условиях. Отсюда вырастает аж три понятия. Во-первых, сама культура. Во-вторых, понятие культура в широком смысле. Во-вторых, понятие культ, который тоже связан всегда с поклонением, потому что абсолютно все религии имеют этот неотъемлемый компонент, как преклонение, признание своей немощности, признание своей слабости, никчемности перед чем-то высшим. И это признание заключается в умолении своего роста. То есть, когда и сеятель кланяется матушке земле, становится на колени перед ней, причем ничего абсолютно сверхъестественного нет, так удобнее посеять луковицу или семечко в землю. То же самое совершает человек в любых религиях, наклоняясь. Ну и кроме того, в русском языке понятие сельскохозяйственная культура также используется, оно прямым преемником является того, что мы видим на экране. Итак, если говорить об определении культура, то культура это все созданное человеком. Это наиболее обширное понятие. Заочники любят приходить и начинать, там, мало подготовившись, говорить, о, там есть... Мы прочитали в учебнике о том, что есть 450 определений культуры, и поэтому нам стало скучно, страшно, и дальше не пошли. Вот, Кирилл Михайлович, ставьте нам зачет. Вот. Ну, 450 есть, конечно, много, но самое главное, культура, все созданное человеком. В этом плане культура противоположна природе. Природа – это мир окружающий нас, в котором мы являемся лишь участниками, мы не в силах на него воздействовать. А культура – это антиприрода, это контрприрода,
Это противоположность природе, это та природа, которую человек захватывает, природа, в которой он как Бог. Это та часть природы, в которой он перезапускает на угодных ему условиях природные естественные процессы. То есть в понятие культура изначально входит некоторая антиприродность, сверхприродность, противоприродность, надприродность, сверхъестественность, противоестественность и так далее. Это неотъемлемые черты культуры. Поэтому человек культурный всегда делает то, что с точки зрения его животного внутреннего является не вполне правильным. Но с точки зрения человеческого сообщества, потому что общество это то, что противостоит природе, и общество как раз построено на культуре. В обществе действуют те же самые законы, что и в природе, но они немножечко видоизменены человеческим разумом. Сегодня культуру делят на три основных таких раздела. Это духовные, материальные и социальные. Выделяем искусственно для того, чтобы удобнее было работать. Духовная культура, она имеет материальные носители, но не привязана к ним. Таким образом, наука не привязана к конкретной рукописи, например, Чарльза Дарвина о происхождении видов в естественном отборе. Наука не привязана к конкретной схеме, на которой Менделеев, проснувшись, быстренько начертал свою таблицу. Наука это больше. Сказка «Колобок» не привязана к книге, в которой она напечатана. Это нечто большее. Таким образом, у духовной культуры есть свои носители, но они лишь передают нечто более важное и абстрактное, грубо говоря, носящееся в воздухе. Вот. Тогда как материальная культура целиком сосредоточена в своем носителе. Вот если это стакан, он является и предметом, и объектом культуры одновременно. Значит, по нему можем изучать культуру производства пищи, культуру производства напитков, употребления, культуру стеклодувства и прочее, прочее, прочее на основе этого самого стакана. Но если будут уничтожены все стаканы мира, то ученым придется рассуждать лишь об обломках, догадываться, какими были эти стаканы, если исчезнет, грубо говоря, преемственность. Тогда, если сожгутся все материальные носители сказки «Колобок», она вполне может существовать и без этого. Социальная культура, безусловно, это разновидность духовной культуры, но мы ее выделяем для того, чтобы было, во-первых, проще, понятнее, поскольку она имеет больше конкретики, она привязана к конкретным институционализированным человеческим отношениям, которые, в общем-то, закреплены в обществе. Поэтому и ее носители социальной культуры несколько более серьезные. В плане, например, Конституции, как носитель такого раздела социальной культуры, как право. То есть Конституция это высший закон. Если человек будет рвать Конституцию на площади, демонстративно сжигать ее, я думаю, к нему применят какие-нибудь меры противодействия к этому человеку. А если человек заявит о том, что в гробу он видал эту Конституцию, то конкретно есть законы, которые позволяют его за это наказать. Поэтому носители социальной культуры чуть более, так сказать, материальны и конкретны, чем носители духовной культуры. Кроме того, разные деятели социальной культуры весь 20 век вовсю экспериментируют с экспериментами. Социологи, психологи, психотерапевты, даже юристы наловчились проводить различные эксперименты по методикам, заимствованным из естественных наук, которые подчеркивают определенные постулаты именно социальных дисциплин. Например, тюремные эксперименты или эксперимент «Третья волна», социологические, экономические эксперименты и прочее. Вот мы к этой схеме еще раз вернемся. Обращаю лишь ваше внимание на то, что религия является одним из компонентов духовной культуры. Напоминаю, что для чего нужна культура как таковая? Это очень глупый вопрос, и мне всегда смешно читать об этом в каких-нибудь учебниках по философии, по обществознанию, по культурологии. Зачем человеку нужна культура? Да не зачем, она просто есть. Это то же самое, что рассуждать, зачем человеку нужны легкие. Как будто если мы примем взвешенное решение о том, что легкие нам не нужны, мы перестанем ими пользоваться. Или если даже мы примем взвешенное решение о том, что гланды или аппендикс являются ненужным атовизмом, мы все побежим их удалять. Да ничего подобного. Поэтому рассуждать о надобности культуры бессмысленно. Она просто есть, и мы в ней. То же самое, что рассуждать о том, почему люди не летают как птицы. Это болезненная игра ума. Культура помогает связать вместе все, что мы видим в окружающем мире. Различные какие-то суеверия, порядки, законы, правила, научные достижения, бытовые привычки. Все это вместе связывается в единый пазл в голове человека и помогает ему чуть более выживабельным, чуть более успешным, чуть более сильным в этой нашей сложной, суровой жизни.
Итак, религия как форма культуры. Напоминаю, что религия – это системное мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. В определении религии одни из ключевых компонентов – это прилагательное системное, то есть главная привлекающая часть религии – это ее упорядоченность. В религии нет ничего лишнего, и все компоненты абсолютно связаны, начиная от того, какой рукой как креститься, и заканчивая рассуждениями о смысле жизни, о взаимосвязи религии и политики, о богодухновенности президентской власти и прочие аспекты. Все абсолютно связано. Если человек подойдет к ученому и спросит его, как жить, ученый скажет: извините, я не разбираюсь только в своей узкой области. Если человек подойдет к философу, как жить, философ ему задает вопросов и заставит на них отвечать. Но простой батюшка в церкви даст абсолютно исчерпывающий ответ на любую жизненную ситуацию. Начиная от того, почему у меня здесь болит, и заканчивая экзистенциальными вопросами смысла жизни и прочее. Религия – это относительно молодая часть человеческой культуры, потому что, хотя это так называемые традиционные религии очень любят закидывать дальнюю планку там глубоко во времена дальних цивилизаций, там 9000 лет назад, Древний Египет, там Шумер, Вавилон, Аккад, Индия и прочее, нет. То традиционные общества, в них была система верований, представлений, передающихся из поколения в поколение. Поэтому традери, традиция, передача, передание, предание, вот это не то, что религия. Религия, восстановление. Религия, как писал Блаженный Августин, это восстановление утраченной связи. Религия возникает на том месте и тогда, когда связь с историей, с культурой, с предками, со здравым смыслом исчезает. По разным причинам. Военные конфликты, например, чудовищные военные потрясения в древней Палестине, когда все само существование еврейского этноса было поставлено под угрозу, в итоге возник иудаизм, возникли Тора, Танах, и, собственно говоря, дальше уже традиция была привязана к письменным источникам. Таким же образом возникла религия христианства, таким же образом чуть попозже возникла религия ислама. Гораздо раньше, конечно же, буддизм возник тоже таким образом, когда было обозначено проблемное поле. Религия возникает тогда, когда люди начинают кричать: мы не знаем, как дальше жить. И вот тогда включает все основные компоненты религии, начиная от озарения, священных книг, которые дают нам особо озаренные люди, которые показывают нам, кому и как нужно молиться, служить, вот, сколько лиц у Святой Троицы, и есть ли она вообще, кто именно особый человек, все животные равны, некоторые животные равнее, те, которые передают нам Тору или Коран, или Священное Писание Ветхого или Нового Завета и прочее, к ним нужно особо относиться. И в итоге возникает определенная этика религиозная, которая утверждает, ну, допустим, что убивать никого нельзя, но если очень сильно хочется, и человек очень плохой, то это не только можно, но и нужно. К этому отдельно перейдем. Вот таким образом религия обрастает основными компонентами. Напомню, что эта схема не исчерпывающая, не абсолютистская, это моя рабочая схема. Итак, а вот зачем религия нужна, об этом мы можем поговорить. Потому что мы с вами живем в обществе посттрадиционном. Людей, которые получили всеобъемлющую религиозность от своих родителей, таких вообще практически не найти, ну разве что в каких-нибудь совсем глухих горных аулах, вот, где до сих пор нет вышек 5G, поэтому мировая закулиса до них не дотянулась, вот, разве что только там. Но во всем остальном мире практически все люди религиозные имеют свою собственную, выбранную собой систему ценностей, которую они либо выбрали из всего супермаркета религий, которые есть во всем современном мире, включая Россию, включая Украину, а на Запад вообще в особенности. Либо им она уже была традиционным образом передана, и они сделали выбор оставаться в ней или не оставаться, например, говоря об исламском мире. И если оставаться, то насколько? Носить ли женщине платок, если какой платок, то какой он есть, может кто такая женщина, есть ли у нее душа и прочее. То есть люди религию именно избирают для себя. Таким же образом, как люди выбирают ходить в театр или в музей, или заниматься пробежкой по утрам. И таким образом, раз они это делают, значит им это нужно. Зачем? Определенные функции религии перед вами. Компенсаторная, интегративная, регулятивная, коммуникативная, мировоззренческая. Вот по ними пробежимся. В данном случае мы говорим в прошлом занятии мы говорили о религиозности как о психологическом состоянии. А сейчас я буду говорить о религии как о некой вещи. Не как о состоянии, а как о неком комплексе различных
штук, различных компонентов, которые я беру и применяю к себе. Зачем? Вот, поговорим. На неделю назад я подробно рассуждал с точки зрения психиатрии и даже биохимии, почему люди берут на вооружение религию, что это им позволяет. Предлагал к обсуждению и критике свою схему, согласно которой вера является не причиной возникновения религии, а возникает только на третьем этапе. По моей рабочей теории причиной возникновения религии является ущербность и глубоко депрессивное осознание безвыходности в этой ущербности, и тогда человек цепляется за соломинку в виде религии. Вот, кстати, вообще вот образ какого-то плавсредства, который помогает людям выбраться из житейских невзгод, вот он особо характерен, в частности, для христианства и буддизма. Таким образом, вера как убежденность, не требующая доказательств, как признание своей никчемности, преклонения перед высшей системой ценностей, как принятие чего-то, не требующее понимания, обязательного доказательства и объяснения этого, чего я принимаю, это только третий этап. Начинается все с глубокой душевной внутренней боли. И религия дает человеку, как Маркс писал, опиум, род опиума для народа. Религия дает человеку успокоение. Двойственно можно толковать, не будем в эту область уходить, но так или иначе это главное, к чему стремятся люди религиозные. Даже буддисты стремятся обрести мир в душе. То есть у них нет мира, а они мира хотят. Они приходят в эту религию, берут систему ценностей, начинают правильным образом медитировать. И мир спускается им в душу, как Оля Нидл пишет в своей там, знаменитой книге. Вот, так что успокоение, умиротворение – это то, что люди ищут. Таким образом, какие-то житейские страсти, болезни, боли, горести, они исчезают. Или притупляются, или маскируются, или вытесняются, используя фрейдистские теории. О двойственности этого состояния, о том, что обратная сторона наркомании гораздо страшнее, чем вот кайф, который получает уколовшийся нарк. Об этом я говорил в прошлый раз, сейчас я готовлю прошлую лекцию к записи. Если все благополучно будет, то я постараюсь на следующей неделе ее все-таки уже выложить. Так что это тема моего прежнего занятия. Так что успокоение – это первый пункт. Но не только этим религия не исчерпывается. Религию люди выбирают даже и не собираясь успокаиваться, даже будучи мятежными, греховными, и даже как Черниговская, заявляя о себе, что они религиозные, но не воцерковленные. Поэтому Черниговскую очень любят. Это главный специалист по работе мозга в России, один из главных. Очень любят религиозники использовать за эту ее фразу. В качестве иллюстрации вот перед вами православный собор, один из крупнейших и самых красивых и значимых, если не самый значимый в Европе. Это Александро-Невский собор в Париже, который стал точкой консолидации практически всей русской эмиграции. В левом нижнем углу вы можете видеть эти лица, абсолютно разные. Ну что общего может быть у Бердяева и Набокова, у Бунина и Ильина? Это абсолютно противоположные во многом друг другу люди, но именно в этом месте они общались. Они находили друг друга, они что-то вспоминали, они воспринимали и православный храм, и даже православное богослужение как некий культурный акт, который их сплачивает, помогает им наладить элементарные линии и очень продуктивно. Сколько воспоминаний иммигрантов показывает о том, что они именно впервые вообще в жизни встретились, смогли объединиться, смогли успокоиться именно под влиянием каких-то религиозных организаций, религиозных зданий и даже религиозных действий, на которые они приходили не потому, что были верующие, будучи даже атеистами, а просто потому, что это их память о русской цивилизации, о российской цивилизации, с которой они были изгнаны или бежали. И здесь они снова обретают ее уголок. Вот, в частности, это мои исследования американских старообрядцев, и не только старообрядцев, русских православных, и не только русских православных американцев в США. Вот, они, в частности, вот, интересно по этой линии проходят. Так что это интегративная функция, она также очень важна. То есть не обязательно, если люди в церковь пришли, грубо говоря, они сразу верующие. Могут быть и другие задачи. В особенности возрождение православия в Советском Союзе где-то с середины 80-х годов, когда совершенно разные люди в церковь потянулись, отчасти имело вот такой характер. Но не только. Это также и коммуникативный пункт. Вот. Здесь несколько другой момент, который нужно воспринимать аккуратно. Знаменитая фраза Достоевского, ну здесь перефраз, о том, что быть русским значит быть православным. Значит, Достоевский перетягивает на первую сторону. То есть, если ты русский не православный, ты неправильный русский. И начинает об этом толковать. Хотя он подробно объяснил действительно первый момент. То есть, связь между русскостью и православностью есть.
Таким образом, с другой стороны, если я не по людям, не по социальным институтам, не по истории, а по самой атмосфере российской цивилизации тоскую, мне нужно впитать этот самый русский дух, то я иду в православную церковь. В частности, я проводил исследования подобного рода, ну, например, в православных храмах в Таиланде, в современных, где встречал совершенно разных людей, которые совершенно не желают друг с другом объединяться, друг друга терпеть не могут. Но что-то их туда не только привело, но и ходят регулярно. Надевают вместо шорт длинные штаны, надевают рубашку с длинными рукавами и идут на божественную литургию куда-нибудь в окрестностях Паттайи. При этом абсолютно не практикуя православие и отказываясь там рассуждать даже на тему богочеловечности Иисуса Христа, его крестного подвига и так далее. Им нужен вот этот самый глоток России, который их оживотворяет, одухотворяет. То есть здесь несколько другой момент. Здесь перегиб, конечно, который используют националисты, утверждая, что русскость автоматически означает православность. Многие исследователи великой русской культуры, а Лев Толстой, да не только Достоевский, Лев Толстой, Николай Гоголь, Александр Пушкин, у которого сейчас возрождение интереса к нему в США, например, Чехов, являются деятелями не русской, не только русской, а мировой культуры. И многие исследователи изучают русский язык для того, чтобы лучше понимать в оригинале, читать Толстого, к примеру, который был абсолютно далек по своим взглядам от Достоевского, а Чехов находился вообще в противоположной от них стороне. Тем более, практически сегодня один из мировых центров чеховедения находится в Японии. Все чеховеды японцы в обязательном порядке изучают русский язык для того, чтобы читать Чехова в оригинале, равно как мы изучаем греческий язык для того, чтобы читать в оригинале, изучать Платона и Аристотеля, но это не делает нас сторонниками их религии, мы не поклоняемся Зевсу. Таким образом, коммуникативность нужна для подступа к самым ценным плодам русской культуры, и некоторые начинают вот именно с этой стороны, используя религию. И, кстати говоря, упомянул чеховеда, вот главный пункт, где чеховеды, так сказать, коммуницируют с русскими, особенно в 90-е годы это было популярно, когда были аукционы, так называемые, по продаже автомобилей в Японии. И вот чеховеды зачастую ходили именно в православные японские храмы, хотя богослужение там идет на японском языке, но туда приходили русские, не только русские, россияне, корейцы в особенности, которые говорят по-русски. И чеховеды, собственно, с ними общались в православных японских храмах для того, чтобы не постичь азы православия, а чтобы к культуре поближе прикоснуться, хотя это могли быть сахалинские корейцы, не знающие ни японского, ни корейского языка, а только русский. Это говоря о коммуникативной функции русской культуры, о коммуникативной функции религии. Регулятивная и мировоззренческая. Здесь, друзья, все гораздо сложнее. Потому что регулятивный мы говорим о налаживании общественных отношений. Мы говорим о части и целом. Мы говорим о том, что религия приносит порядок. Вот не было порядка, появилась религия, стало больше порядка. Вот вопрос в том, можно ли этот порядок навести помимо религии, вот это уже другой вопрос. Религия приносит порядок, это однозначно. Но может ли быть порядок без религии? Религиозники зачастую делают простую хитроумную логическую подмену. Они говорят, до нас был бардак, вон там, что только не делали с рабами, значит, где-нибудь на Кавказе. А как только ислам приняли, сразу же, так сказать, уменьшилось количество смертей. Вообще рабство исчезло, потому что рабы принимали ислам вслед за всякими султанами, беями, ханами. А согласно Корану, правоверный не может быть рабом правоверного. Так что рабство исчезло, порядок есть. До нас не было порядка, теперь есть порядок. Все, аминь. Дружба, жвачка. Но на самом деле этот вопрос нельзя смешивать части целое. То, что религия наводит порядок, это да, хотя и порядок очень специфичный и одномерный. Вот. Но может ли быть порядок без религии, об этом мы, собственно, поговорим. Вот. Говоря, это сегодня актуальная схема, потому что сегодняшние религиозники не только в России, друзья, тот же самый процесс, хотя и не так кроваво, происходит сегодня, например, в США. Например, в религиозных сообществах в странах Евросоюза, где эти религиозные сообщества были чуждыми, но очень здорово окопались и угнездились. В частности, это Германия, в частности, это Франция. Если хотите, почитайте ужасную книгу «Мечеть Парижской Богоматери» Елены Чудиновой. Вот, так что эта тема достаточно серьезная. Но для начала я прошу, конечно, для вступления в тему ознакомиться с такой спутанной и очень хитрой цитатой одного из главных скептиков вообще в истории мировой философии, Дэвида Юма. Она на экране. Величайшие преступления считались совместимыми с богобоязненным благочестием.
Поэтому считается небезопасным делать какие-то выводы о морали человека из его рвения или строгости его религиозных обрядов, даже если он сам искренне в них верит. Вдуматься в эту цитату. То есть богобоязненный, благочестивый человек, который и мухи не навредит, который там проходит километр, неся на руках какого-нибудь голубя с поломанным крылышком, чтобы его залечить, вот, который кормит всех бомжей, невзирая на их происхождение, на их зараженность, на их даже религиозность, значит, возле своего храма или дома, этот человек может взять оружие и во имя Аллаха или правильной версии христианского бога идти убивать всех неверных. Вот об этом, собственно, и говорит Дэвид Юм, что эти вещи сопоставлять нельзя. Отвечая на вопрос, а как же быть с заповедью «не убий», а как же крестовые походы, а как же сожжение ведьм, а как же и так далее, и так далее, и так далее. Религиозные зачастую заявляют, что они являются эксклюзивными носителями. В частности, так называемый так называемый авраамический мир, в который дал толчок для трех мощных религий. Это иудаизма, это христианство, разветвившееся впоследствии, и, конечно же, ислам, разветвившийся также. Именно иудейский Бог дал эти 10 заповедей. Поэтому представители вот этих трех религий утверждают, что это их дело, это они мир научили не убивать, не действовать, объяснять, что надо уважать собственность, что нельзя там поклоняться не только идолам, но и, например, там деньгам, успеху, значит, сексу и прочее. Это самая популярная тема для рассуждений религиозных людей, что, дескать, без нас мир погрязнет в грехе. Как пишет апостол Иоанн Богослов, не любите ни мира, ни того, что в мире, во все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Любящий мира не имеет в себе любви Отца, пишет он же. Вот, апостол Павел пишет, я разделен, потому что моя душа, мой дух жаждет Бога, а мое тело жаждет плотских удовольствий. Вот. В соответствии с этим я могу быть цельным, правильным, духовным человеком только в рамках своей религиозной общины, а вне ее все будет очень плохо, печально и грустно. Так что это такая эксклюзивность, на которой в особенности в последнее время настаивают религиозные деятели. Вот если даже вы приглядитесь вот к людям на этой фотографии противников гей-парада, то можно увидеть некоторые черты, которые подсказывают о том, что эти ребята, они, в общем-то, представители религиозных сообществ. В частности, так называемый имперский флаг русских националистов, бело-желто-черный в левом верхнем углу, или, например, футболки, в которые одеты те, кто держит этот плакат в своих руках. Но на самом деле все это не совсем так. Значит, дело в том, что религиозная версия, вот этой, как в Евангелии от Луки сказано, поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Это не изобретение Иисуса Христа. Еще Аристотель писал об этих вещах, и до Аристотеля, в общем-то, эти вещи были знакомы. Практически все, не только религиозные, но и философы-моралисты, этот момент обозначали. Если ты хочешь, этот закон социальный обозначен был задолго до христианства, даже задолго до Авраама и Моисея. О том, что если ты хочешь порядок в обществе, ты должен относиться к другому, как хочешь, чтобы относились к тебе. Не как относятся к тебе, потому что ты можешь быть жертвой там, абьюза, семейных травм, извращений со стороны каких-то родственников и так далее, и потом это все транслировать на тех, кто подпал под твою власть. Нет, если ты хочешь, чтобы тебя били, бей. Но если ты нормальный, хотя бы относительно здоровый человек, ты этого не хочешь. Поэтому не бей сам. Хочешь, чтобы тебя украли? Кради. Но, как правило, все мы любим свою собственность, она нас делает взрослыми. Поэтому мы не хотим, чтобы у нас крали. Вот. В частности, к примеру говоря, восьмеричный путь буддизма, который сформировался задолго до христианства, он опять же в своих этих 8 пунктах постижения внутреннего спокойствия и как заведомо недостижимая цель нирвана, значит, восьмеричный путь опять же построен на этих всех моментах. Или, например, если мы возьмем один из самых древних письменных памятников, который зачастую религиозные деятели ставят в тупик, это законы Хаммурапи, которые еще в древнем шумерско-аккадско-вавилонском мире были вполне распространены настолько, что имели материальные носители. В частности, Хаммурапи, этот гранитный столб, приказал поставить у себя возле своего дворца, на котором были высечены законы, которые не он изобрел,
а были настолько задолго до него существовали, в частности, что начали люди их неправильно трактовать, чтобы не путались там, они были записаны. Вот. И в основе всех этих законов, вот, в частности перед вами выдержки, некоторые из них из этих законов, в основе всех этих законов Хаммурапи лежит простой принцип. Око за око, глаз за глаз. То есть, если у тебя украли, ты можешь взять чужую часть. Поэтому не прикасайся к другому человеку, если не хочешь, чтобы прикасались к тебе. Поэтому не вторгайся в пространство другого человека, либо вторгнуться в твое пространство. Человек автономная, духовная единица, которую нельзя трогать. Руки прочь от личности. Задолго до христианского мира эти моменты были озвучены. И претензии религиозных деятелей на то, что это их изобретение, ну, понятно, и носят, конечно же, ангажированный и зачастую политический характер. Ну, в частности, позабавиться, например, вот перед вами моральный кодекс строителя коммунизма, который был изначально спроектирован в Советском Союзе таким образом, чтобы имел выдержки и в первую очередь, конечно, из христианских источников, а также чтобы что-то было из мусульманских, и буддийских, и всех остальных источников, для того, чтобы показать его вселенскость. И даже принципы, например, которые сопровождают нашу жизнь, к примеру, знаменитый лозунг, который там еще там Ильф и Петров многократно обыгрывали, или, например, в знаменитом фильме Гайдая про приключения Шурика это было обыграно. Кто не работает, тот не ест. Этот лозунг прекрасно живет, хотя, в общем-то, считается, что он стартовал из послания апостола Павла. Кто не работает, тот не ест. Это общечеловеческий, общеморальный принцип. Сегодня модно стало критиковать общечеловеческие моральные принципы, общечеловеческие ценности. Значит, война цивилизаций, как Хантингтон говорит, некоторая идет, но тем не менее по-прежнему этот принцип действует по всему миру. Если мы имели счастье просто хотя бы по миру поездить, мы обращали внимание на это сразу же. Ну, последний момент функции религии, то есть люди берут религию, чтобы навести порядок в голове. И здесь блестяще религия работает. Религия – это декартовые координаты, это тетрадь в клеточку, где связано все. Начиная от того, где ставить свечку за упокой, и заканчивая тем, кто такой был Иисус Христос, Бог, человек или Бога-человек. И, значит, тем, есть чистилище или нет. Проходит душа посмертные мытарства, попадает в Царство Небесное. Почему, как и зачем? Все абсолютно связано вместе, люди ищут именно вот эту связь. Напоминаю о схеме Выгодского, о выстраивании человеческой деятельности. Вот просто посмотрев на эту схему, Лев Семенович как раз четко обозначал, как именно система в голове приводит к тому, чтобы я действовал. Если, конечно, мы хотя бы относительно психически здоровые люди. Ну, конечно, здоровых абсолютно нет, и про понятие норма тоже мы не будем инсинуировать здесь. Но, как правило, тот, кто нам, если у нас, грубо, с другой стороны начну, прежде чем реализовать свои желания, я пропускаю их через внутреннее слово, как его называл Выгодский, через вот эту систему координат, которая либо запрещает мои действия, либо сублимирует их во что-либо другое. Поэтому все-таки перед моим действием определенная система координат лежит у меня в голове. И многие именно это ищут. И смотря, что в этой системе координат лежит. С одной стороны, да, побойся греха, будешь делать грех, попадешь в ад. А с другой стороны, вот то, что мы видим на экране. С одной стороны, мы видим не убий, и все эти разговоры об абортах, можно ли их делать. С другой стороны, например, видим вот однозначно четкий политический крен всех практически религий, даже буддизма. Например, если мы вспомним если мы почитаем про царство Ашокина, первого и последнего буддийского царя на территории Индостана. О том, как относиться к людям, как относиться к Господу Богу, которого никто не видит, и как относиться к его земному агенту здесь, который по-разному называется: римский папа, император, царь-батюшка или президент. Поэтому разница здесь по большому счету чисто инструментальная и техническая. На этом выстраивается определенная система координаты, как я уже говорил. Ну, в частности, к примеру говоря, учение о Катехоне православное, которое по-своему обыгрывает вот эти загадочные слова апостола Павла из второго послания к фессалоникийцам о неком удерживающем факторе, по-гречески катехон,
который сдержит приход Антихриста, потому что в мире уже все настолько хреново, что Антихрист уже вот близ есть, при дверях стоит. Он уже сейчас придет, но вот некий сдерживающий фактор его сейчас в наш мир не пускает. В частности, к примеру, православные, католики, протестанты совершенно по-разному этот параметр понимают. То есть для католиков это катехон, это, конечно, Викариус Христос, Папа Римский, который является божественной властью, элементом божественной власти Иисуса Христа здесь на земле. Он удерживает мир от прихода Антихриста. По протестантскому учению, и как это ни парадоксально, по мировоззрению про старообрядцев, которые, хотя являясь православными, тот же самый путь проделали, это благочестие христианских общин. Вокруг нас бушует разврат, чудовищное нечто творится, но пока мы молимся у себя в нашем молитвенном доме или в старообрядческой часовне молельне или в старообрядческом храме, антихрист не придет. А вот в православном всем остальном мире вот это трансформировалось несколько иначе. И в частности, ну везде было по-разному. В Византии одним образом, в Болгарии гораздо более сильно, в Сербии еще сильнее, а в России особенно мощно взыграл этот момент, что мы, как православная нация, являемся последним препоном на пути сатаны, на пути антихриста и лжепророка, которые уже вот-вот придут. Поэтому пока мы благочестивы, пока у наших таксистов, значит, так называемая троица таксиста пришпендюрена к приборной панели, пока мы крестим наших детей, пока батюшки проповедуют в храмах и освящают оружие, вот мы удерживаем мир от антихриста. Поэтому любой военный конфликт теперь не только с окружающим миром, но и с православными другими государствами истрактовывается таким вот образом. Поэтому, если мы обратим внимание на религиозную риторику в отношении других государств, например, с которыми Россия находилась в состоянии военного конфликта, российское государство, в частности, это Грузия, ну и нынешние политические события в Украине. Значит, и в одном и в другом случае сначала была попытка вывести из религиозного пространства, дескать, Россия не против грузинов и против украинцев воюет, а против мировой закулисы, которая антихристианская. Но если это оказывается, эта логика, эта лексика терпит какой-то крах, то немедленно начинаются религиозные конфликты, религиозные какие-то терки между деятелями и попытки православных из одной стороны обвинить православных с другой стороны в том, что они не настоящие православные. Говорят, царь не настоящий. Все это имело место в 2008 году, вот, все это имело место даже, если вспомнить, в 90-е годы, когда была Абхазская война, вот, когда российский контингент участвовал в Абхазии. Ну и, конечно, на наших глазах все эти метаморфозы, которые происходят с Украинской православной церковью, вот они все перед нами протекают. Потому что православные в особенности ревностно и жестоко относятся к тем, кто тоже называет себя православными. Вот. Потому что, сами понимаете, товарный знак есть товарный знак. Вот. Ну, эти вот лица, которые, знающие православие на слугу, которые проповедуют то, о чем я сказал, это причисленный к лику святых Иоанн Кронштадтский, который, по некоторым сведениям, осветил знамена черносотенцев перед тем, как они начали устраивать еврейские погромы на юге России, на юге Украины, в Киеве. Это митрополит Иоанн Санкт-Петербургский, Ладожский, Снычев, который является персоной номер один для русских православных националистов. Ну и про Александра Гельевича отдельно, конечно, говорить, я думаю, не надо, и так все понимают его достаточное, но зачастую преувеличенное значение в современных военных конфликтах. Вот, ну и знаком того, о чем мы говорим, так что если есть, конечно, возможность, то хотя бы просто виртуальную экскурсию по главному храму, главному военному храму России, конечно, осуществить нужно, чтобы мы увидели воочию мозаики в религиозном сооружении, которые имеют политических лиц. Вот возвращаемся к тому, откуда идет. Обращаемся еще дальше. Поэтому мировоззрение, конечно, оно религиозное, весьма специфическое. Для религиозных деятелей нужно навести порядок в твоей голове. Но порядок в твоей голове для религиозника – это не самоцель. Он преследует гораздо больший, стоящий над ним идеал, которому он подчиняет себя. Так что порядок в голове и счастье, так сказать, в элементарной какой-то жизни, не пить, не курить, не материться, это первая ступенька. А вторая ступенька, и все, и мы снова приходим вот к этим вещам. Это во всех религиях одинаково действует. Вот. Ну и последний аспект, на который я хочу обратить внимание, это попытка экскорпорирования, попытка эксплуатации чужого бренда, попытка доказать о том, что кроме китайского Адидаса, никакого Адидаса другого не существует вообще.
И что весь Adidas мира это по определению китайский Adidas. Поэтому как там на этих фабриках будет заданы нормативы качества, так весь мир и будет носить именно Adidas. Поэтому если на китайских кроссовках Adidas отклеивается подошва, значит, что на кроссовках Adidas отклеивается подошва. То есть попытка религиозников заявить о том, что они носители культуры всей вообще. И попытка вот эту схему, которая перед нами, просто-напросто превратить в вот что. Обратите внимание на экран. Взять религию и из компонента превратить во все. И дальше уже рассуждать о духовных, социальных и материальных компонентах именно религиозной культуры, то, с чего мы начинали. И идет этот процесс на наших глазах, идет с грехом пополам, но тем не менее он идет. Ну, о чем самого главного, конечно, противника религиозной культуры, это с науки. Потому что как быть с наукой? Но наш противоположный как бы вещи говорит. Поэтому перед нами задача либо доказать, что эти вещи не противоположны, либо науку изничтожить вообще. Сейчас, конечно, это главный идол российских, русских, например, атеистов. Это в России сложилась целая традиция российского скептицизма, атеистического по своей природе, которая была явно не случайным образом выражена, как, например, в словах знаменитого Сергея Петровича Капицы, ведущего бессменную передачу «Очевидного невероятно», который заявил о том, что он русский православный атеист. Он критиковал православных за то, что они пытаются заявить о том, что русский равно православный. Но у него это носило не очень системный, более эмоциональный личностный характер. А вот эти носители, которые лица перед вами на экране, это академик Гинзбург и академик Алферов, лауреат Нобелевской премии, они действовали более программно. То есть они решительно разрушали знак равенства между русский и православный, доказывает совершенно скептические, совершенно современные, совершенно научные истины, опираясь на русскую культуру, на русский язык. Так что как здесь быть? Ну, например, знаменитый мем, который, когда академик Гинзбург умер, то все православные радостно переслали друг другу, как Христос воскресе, мем, в котором было написано «Академик Гинзбург умер». Вот удивляется он теперь. Вот сейчас, к сожалению, этот мем был вычищен отсюда из сети, поэтому вам придется просто поверить мне на слово. Вот. Но по большому счету, когда и один, и другой почили не по бозе, то многие православные просто выдохнули, потому что равных им титанов, к сожалению, Капица, Гинзбург и Алферов теперь не осталось. Поэтому другая попытка, значит, создать свою альтернативную науку, как действовали более продвинутые, конечно, протестантские, скажем так, ученые или близкие к религии люди из научной среды, в частности, Генри Моррис, один из создателей современного креационизма, попытки опровергнуть теорию эволюции и сопоставить отрывочные, выхваченные спорадически научные данные с библейским, причем радикально библейским взглядом на мир, согласно которому мир создан 7000 лет назад, за 6 дней и так далее. Вот Генри Моррис, значит, вот это пытался сделать в своей знаменитой книге «Библейские основания современной науки», которая стала основой основ для современных креационистов. Сегодня уже целый институт научного креационизма существует в США. Вот. Ну, как бы США это же враги, это мировая закулиса, поэтому надо, так сказать, импортозамещение провести, которым в России, конечно, занимался ныне покойный отец Даниил Сысоев, который, ну, по большому счету, сплагиатил целиком и полностью американский креационизм и переначал его на библейские какие-то основания, и эта школа действует здесь и сейчас в России. Есть свои последователи, вот, а те, кто против этого, например, пытаются заявить о том, что, в общем-то, теория эволюции, она сопоставима с теорией, с православным мировоззрением. Вот практически все люди вот такого либерального противоправославного уклада, они сегодня все выдавлены за скобки. Самое главное из них, конечно, диакон Андрей Кураев. Поэтому остается сделать видимость, что эти вещи не противоречат друг другу, и все это приводит, конечно, к вещам, превратившимся сегодня в мемы. Ученые делают современные серверы, батюшка их освещает. Ученые строят ракету, которая все-таки не смогла благополучно нам прилуниться, батюшки эти ракеты освещают. Ученые делают оружие, батюшки это оружие освещают. Ну и, конечно, знаменитые мемы, не мемы, а сатирические картины художника Маклаховского на эту тему. Ну, можете сами их загуглить. Мне, в частности, нравятся вот эти вот две. Такие футуристические, антиутопические картины Маклаховского. О батюшках в космосе, вот, и прочее. Но это уже сами можете поулыбаться, погуглить уже после окончания нашего вебинара.
Следующий более сложный момент, если мы не говорим о науке, не все буду компоненты раскрывать, а только некоторые выборочно, это мораль. Я говорю, что религия претендует на то, что она является морализатором от А до Я, что она, религия равно мораль, а вне религии, ну, как Достоевский говорил, если Бога нет, то все можно, все поубивают, просто ли батюшки не будут в храме внушать не убий, муллы, там, шейхи, муфти, епископы, раввины, священники, то все друг друга поубивают просто. В итоге это приводит к весьма серьезным политическим пунктам, о том, что, к тому, что к гибридизации Конституции Российской Федерации, к тому, что, с одной стороны, она утверждает право людей на исповедание любой религии, неисповедание никакой, но там же теперь в этой же Конституции прописаны 3 особых религии, то есть все животные равны, некоторые животные равнее, то есть особые религии, то есть православие, ислам и буддизм, они особые религии, они традиционные. И хотя мы можем исповедовать абсолютно все ценности, включая антирелигиоз, но тем не менее Бог является обязательной ценностью российской нации. То есть если я русский атеист, тем не менее, я должен особенно относиться к тем, кто является российскими верующими. То есть уже как бы я им как бы подчинен. Это текст Конституции Российской Федерации после 2020 года. И именно религиозные деятели российского парламента сегодня преуспели в контроле за тем, что происходит в культуре. И не только, конечно, это знаменитый Милонов, но и все гораздо раньше началось. Это православная звезда Наталья Поклонская, это Любовь Яровая, которая проделала знаменитейший финт, выйдя из рядов либералов и превратив в охранительницу православных ценностей, которая сегодня на поклон едут самые главные рэперы-матершинники, там Салюк или присутствующая с ней вот в темных очках, это самая знаменитая, так сказать, звезда, дива поп-сцены России, это инстасамка, которые берут свои альбомы, из них вымарывают маты, упоминания наркотиков, то есть, в принципе, там по большому счету больше ничего не остается, и потом и с ней фотографируются, что, дескать, вот мы исправились, теперь у нас альбом, в котором потому что то есть все вымарано, все запикано, это теперь у нас благочестивый русский православный хип-хоп, вот, который не проповедует отсталых, западнических, тлетворных, деградативных ценностей. Вот. И практически все деятели вот этой культуры, есть президентский совет по культуре, который практически целиком состоит из религиозников, так что вот мы видим это, конечно. Но самое, конечно, поразительное и смешное, это в социальных институтах. Социальный институт – это сложившаяся в обществе система удовлетворения потребностей. К примеру, институт брака семьи. Можно же и без брака размножаться, удовлетворять сексуальные инстинкты и так далее. Но так или иначе по всему миру сложилось понятие семья. Вот автоматически она складывается. Это называем, социологи называют социальным институтом. Религия заявляет о своей версии социальных институтов. Так, в частности, что такое брак? Это союз только мужчины и женщины. Хотя, если мы посмотрим историю, мы видим столько многообразных и количественной, и качественной версии брака, что просто современные гей-клубы европейские, они просто смогут спокойно отдохнуть, если мы просто будем изучать элементарную культуру. Но появляются батюшки, утверждают, что вначале сотворил Бог Адама, вот Ева и так далее. Так что семья – это только союз мужчины и женщины, созданы не для секса, а для продолжения рода. И не для того, чтобы один работал на ипотеку, а другой на продукты из пятерочки. Нет, для совершенно других ценностей. Нужно родить ребенка. Ты не мужик, если ты не родишь, если твоя жена не родит тебе ребенка от тебя. Вот, так что, соответственно, вот эта церковь, вот она двигает вот это понимание семьи. Даже появился совершенно новый праздник. Из небытия выкопали святых, которых воздвигли современные постправославные на знамена. То есть Петр и Феврония, которые совершенно вот по современной лексике себя вели, то есть жена, которая там с замужем, там как жена декабриста, хотя декабристы были очень такие сомнительные в религиозных вопросах, всегда везде повсюду, она его поддерживала, в минут его слабости, она его, значит, немножечко упрекала, но поддерживала любовью своей, поэтому для них в этом браке было главное, конечно, благочестие, за которое они и пот, и кровь пролили, и абсолютно не эгоизм,
абсолютно не самоудовлетворение, вот, как личности, в частности сексуальные, а семья как единая ячейка. Хотя были и другие, конечно, православные святые. За 2000 лет там столько, например, Адриана и Наталью, например, вспомнить, тоже святая пара, в которой супруга просто бросила своего мужа, когда он, значит, начал сомневаться в вопросах религии, вот, подчеркнув приоритеты, что не он приоритетен для нее, а религиозная, в общем-то, система ценностей. Так что разные были моменты, хотя здесь символически Петр и Феврония изображены одного роста, поэтому, значит, и церковь приноравливается все-таки к уже укоренившейся сексуальной гендерной революции, к представлению о равенстве принципиально мужского и женского гендера. Вот. Ну и, конечно же, мне очень нравится эта фотография самого гламурного, самого доброго и милого проповедника современного розового и пушистого православия, владыченьки Петерима Волочкова, который, обвенчав мужа и жену, вот именно вот в такой вот позе с ними сфотографировался. Но это с его профиля ВКонтакте фотография. Петерим Волочков. Вот, значит, и мне просто в качестве иллюстрации очень нравится это фото, вот как именно диспозиция сделана. Вот если хотите, друзья, окунуться в мир розового, пушистого, мирного и приятного такого православия, то, конечно же, идите на профиле владыченьки Петерима Волочкова, вы получите много-много приятностей для себя. Вот, без всяких там знаков дополнительных. Вот, а как же быть с материальной культурой? Вот интересный момент, который я сам для себя, открытие, которое я сам для себя сделал, что православие в материальном плане, в отличие, например, от католичества или протестантизма, оно практически ничего людям не дало. Сейчас, если мы изучаем материальную культуру средневековья, там, раннего нового времени, то до нас дошли только храмы. Мы не знаем, как жили люди, какие у них были сооружения, здания и прочее. Православные только храмы, посвященные Богу, оставили. Вот. Ну, конечно, реконструкторы там пишут про избы целые, там, значит, в Великом Новгороде, например, великолепность музея деревянного зодчества. Но это реконструкции, причем очень поздние, 18 века достаточно. То есть такое ощущение, если мы заглянем в культуру, например, 11 века русскую, попытаемся увидеть жилище, то мы увидим только жилище Бога. Вот, говоря о материальной культуре, значит, какие штуки-то православие дало русским для пользования, ну, кроме кадила назвать, наверное, нельзя. В частности, вот перед вами ноу-хау современной российской науки. Вот я сейчас не заливаю, то есть это разработка, сколковская разработка, один из сколковских ученых, конечно, на бюджетные деньги, который состоит из наших с вами налогов, разработал бездымное кадило. Для того, чтобы современные батюшки в церкви могли, вот подобно этим ашкам, сишкам, которые молодежь курит, вот подобный принцип, чтобы кадило только ладан выдавало приятный запах, но без сопутствующего дыма. Вот это перед вами ноу-хау, вот, то есть мы видим православие, плюс Сколково, плюс наука, плюс современные тенденции экологические, так что вот. Значит, это, наверное, один из немногих примеров. Ну и да, и, конечно, то, что, значит, православие оставило во всем мире, включая атеистические и даже мусульманские, конечно, в любом ювелирном салоне мы, конечно, увидим чисто православные колечки, которые сегодня есть везде. Ну и не только колечки, вот в частности, вот такие фишки тоже можем увидеть. Говоря о иронии. Вот, говоря о храмах, вот в частности, вот единственное, что до нас дошло, гражданское сооружение, не считая грановитой палаты, оговорюсь. Не считая грановитой палаты, единственное гражданское сооружение — это теремной дворец Алексея Михайловича. Вот, который, правда, в нем никто не жил никогда, потому что в нем жить невозможно, это просто сарай, значит, в котором есть разные такие отсеки. Но, так или иначе, говоря, опять же, повторюсь, о культуре жилищной, мы практически не видим ничего сделанного для людей, а не для Бога. Вот, ну и напоследок, друзья, повеселю вас, если вам еще не наскучило, значит, поскольку сегодняшняя культура практически вся передвинулась в духовное измерение, а в духовном практически вся передвинулась в информационное измерение, грубо говоря, сегодняшняя культура — это то, что показывают по телевизору. Сегодняшняя культура — это то, что показывают в кино, это то, о чем печатают книжки, это то, что можно залить в Инстаграм или там на трекеры для скачивания. Ну, это практически вся духовная культура идет по этому ресурсу, вот такой. И православные, конечно, его осваивают. В частности, кинематограф. То есть созданы действительно очень кассовые проекты, которые являются консолидирующими для всех православных, причем в прямом смысле слова. То есть создаются целые вот ячейки в православных храмах для того, чтобы смотреть этот фильм и его обсуждать. В частности, Тихон Шевкунов, которого называют духовником Путина, снял сериал «Гибель империи. Византийский урок».
Для кого урок? Ну, для России, понятно, которые практически все православные общины, не только России, а всего русскоязычного мира, и более того, даже в Америке иммигранты русские православные смотрели этот фильм для того, чтобы понять, что значит русское государство. Сериал снят с привлечением выдающихся российских актеров, режиссеров, таких как Никита Михалков, Владимир Машков, там, Юрий Соломин, «Паломничество в вечный город». Очень кассовый, значимый фильм для того, чтобы показать цивилизационную преемственность от Древней Византии, выражаясь словами Тихона Шевкунова из другого фильма «Гибель империи. Византийский урод». Он говорит, а почему вот Византия в культуре, в плане культуры, она была, в общем-то, нищая. Вот, потому что какие-то варвары создали много чего. Потому что средневековая варварская культура гораздо более продуктивная была, чем мощнейшая империя с бешеными бабками, Византийская православная империя. И Тихон Шевкунов говорит, да потому что главным сокровищем Византии был Бог. Ну и, конечно, мощный блокбастер — это фильм «Поп» Владимира Хотиненко, это фильм «Орда», который в художественном плане весьма сильны. Вот, и эти фильмы, почему я их вывожу, нет, это не голословное суждение, потому что существует православная кинокомпания под названием «Православная энциклопедия». И именно эта кинокомпания снимала эти фильмы на свои собственные деньги. Не будем говорить, откуда у этой компании деньги взялись. То есть это фильмы, снятые не какими-то режиссерами, которые себя там с пьяну назвали православными или не с пьяну, а это фильм, снятый на деньги и с помощью мощности православной кинокомпании, которые стали весьма и весьма популярными. То есть, значит, в школах, там конкретно в методических указаниях для школьников присутствуют фразы о рекомендации просмотреть в факультативном плане фильм «Поп», например, или фильм «Орда» для того, чтобы лучше что-нибудь там понимать нашу историю. Ну и есть, конечно, более такие, значит, знакомые вещи. То есть, если, друзья, вы хотите, значит, такого юмора, среди киноманов есть такое отдельное направление. Так плохо, что аж хорошо. Поэтому выделяют самых лучших режиссеров всех времен народов, творчество которых смотришь, чтобы насладиться тем, насколько это нелепо и безобразно. Конечно же, это главная православная альтернатива Гарри Поттеру. Вот что может быть более значимым? Это самая главная детская книга 20 века, по которой многие называют Джоан Роулинг, женщина, которая заставила заново детей читать. Поэтому это киноэпопея грандиозная, которая до сих пор не может кончиться, хотя уже бы все мы Поттер-романы хотим, чтобы наконец эти чудовища и твари Дамблдора наконец-то закончили. Но тем не менее, вот этот масштаб Поттерианы, надо по ней ударить. И, конечно, это православный сериал «Дети против волшебников», где волшебники все, они автоматически по умолчанию сатанисты и еще и трансгендеры. То есть они за преступление перед полами. Вот. И только, значит, единство православных воинов, значит, в форме какого-то там старца, и вот, и православных юношей позволило этот мировой заговор за кулисы уничтожить. Просто не пожалеете. Обязательно скачайте, посмотрите. Вот это «Дети против волшебников». Православные комиксы на наших глазах появляются и по благословлению, потому что православная церковь все строго, иерархично значит, пирамидообразно. И по благословению высших православных властей, например, вышел комикс, который батюшки бесчисленно окропили крапилами своими по решению редакционного совета Русско Православной Церкви Московского Патриархата, комикс про Александра Невского. Для того, чтобы этим бестолочим, которые книжек не читают, а только комиксы дурацкие смотрят, ну, чтобы на их языке до них донести эти ценности. И более того, даже в светскую культуру это проникает. Например, корпорация Bubble или Bubble, как хотите называйте, это главный производитель российских комиксов. В частности, практически всем известен такой персонаж российских комиксов, как майор Гром, про жизнь которого снято аж 2 фильма, причем второй был исключительно кассовым, называют лучшим российским фильмом прошлого года, про детство майора Грома. Но не только майор Гром, но и много разных персонажей, в частности, там есть Бесобой, но Бесобоя трудно как бы назвать православным, он как бы все-таки с сатаной заключил союз, а в частности в этой вселенной, которая претендует на импортозамещение Marvel и DC Comics, Bubble. Вот. И в частности в Bubble фигурирует персонаж Инок, который, значит, является самым настоящим монахом, православным, который бьет нечисть. Причем постом, молитвой и не только. У него свои гаджеты есть. Но больше всего меня умиляет. Главное его оружие — это православный древний священный крест, в который впаяны камни силы.
Это камни силы. Вот если, друзья, вы, значит, немножечко в теме Марвела, камней силы, значит, и прочее, верховного там кинозлодея марвеловского, то, конечно, тоже, о чем я сейчас сказал, у вас кроме как улыбки ничего не можно знать. То есть, та самой формы креста и того, что на нем Господь наш Иисус Христос пролил кровь за искупление мира, не очень достаточно. На кресту еще пришпендюрить суперклеем еще камни силы. Вот тогда крест будет более действенным. Вот это, конечно, показывает о том, как православие проникает в массовую культуру. Ну и литература. На этой ноте мы закончим. Это главные православные книги конца 20-го, начала 21 века. Здесь, конечно, есть нюансы. Есть нюансы. О нюансах сразу скажу. Ну, конечно, Майя Кучерская, которая взорвала просто всю читающую общественность своим современным потеряком. И, значит, очень трудно назвать православной книгой. Она глубокий знаток жемчужины православной традиционной культуры под названием «Древний потерик». Вот средневековая православная культура, литература, это, конечно, жемчужина. Безотносительно вообще религии, кстати говоря. Его очень любят читать эзотерики всякие. И Майя Кучерская выпустила хитроумную иронию над этим. Но поскольку у православных и вообще у всех верующих большие проблемы с чувством юмора, поэтому они иронию не заметили. И как с песни группы «Белый орел», где поется за нами Путин и Сталинград, а в чистом поле, значит, остановка ГРА, вот, не понимает иронии стёба, поэтому вот эта книга, как ни странно, стала очень популярна именно в православной среде, хотя она на самом деле является тонким, изящным стёбом. Над тем, например, как один батюшка был людоед, но зато как человек держал пост. Замечательно. Так что православные эти моменты, значит, не замечают, но тем не менее эта книга в этой среде была популярна. Отдельно Елена Чудинова, книга, которая просто грохот произвела, дикий в православной общественности, «Мечеть Парижской Богоматери», где она вслед за Мишелем Уэльбеком, вот этот алармизм антимусульманский, который свойственен всем православным, поскольку мусульмане быстрее размножаются, она вот этот алармизм, она это запустила. Особенность, конечно, в том, что Елена Чудинова долго не могла определиться, в общем-то, с тем, кто она, православная или католичка-традиционалистка. Ну и судя по некоторым вот частным данным, все-таки она выбор сделала, и все-таки она не православная. Все-таки она, видимо, католичка, но эта книга, конечно, это книга номер один для всех именно православных националистов, традиционалистов и так далее. А говоря уже о гламурной розовой православной литературе, конечно, это Юлия Вознесенская, которая попыталась написать русскую православную антиутопию из двух частей «Путь Кассандры» и «Паломничество Ланселота», где она все традиционные православные мифы попыталась связать с реалиями современной науки, с клонированием, с мировым компьютером, со штрих-кодами, где, например, потрясающий нюанс существует. Например, клонов, которых очень много наплодили после гибели Антихриста, покрестили православные, они обрели имена, или Антихриста, который на вершине супертехнологичной корпорации пришел к власти над всем миром, убивает просто, плюнув ему в лицо святой водой. Так что в художественном плане, конечно, это все заслуживает очень-очень больших ноконей, вот, но тем не менее, это книга, которую, опять же, читают, чтобы не читать Клайва Льюиса, и чтобы не читать Толкина. Вот это, так сказать, наш ответ им, хотя Чудинова вряд ли представляла, как православный после смерти раздует. Или, например, отец Александр Торик написал книгу про геймеров, про наркоманов, в частности, про виртуальную реальность, показывая то, как губительно она вводит туда людей, и только благочестие, посещение храма людей выводит. Православные ежики, конечно, на наших глазах проделали потрясающую одиссею из однозначного абсурда и граничащего с дебилизмом, ну, в обыкновенную фигуру православной культуры. То есть, если недавно еще даже в православной среде православные ежики вызывали только улыбку, то сегодня, ну, не знаю, вряд ли там миллионы, вряд ли даже сотни тысяч, но я думаю, десятки тысяч православных матерей включают аудиокнижки, читают эти книжки своим детям про ежиков, которые были именно православными. То есть, это не завуалированная, как многие считают, христианская мораль. Клайва Льюиса в «Хрониках Нарнии», хотя все-таки Клайва Льюиса считать христианином или там анонимным православным, ну то же самое, что считать там православным Николая Рериха, я думаю, или Толкина великого считать католиком, ну то же самое примерно из этой же оперы. Вот. Но здесь мы имеем именно вот опять же импортозамещение, то есть взять вот великие фэнтезийные франшизы и полностью их заменить чем-то скроенным в ближайшем гипсокартонном храме. Ну и, конечно, последнее, это целая серия
созданная духовником Путина, как некоторые считают, уже митрополитом Тихоном Шевкуном, «Не святые святые». Самая розовая книга, которая присутствует, розовая в плане содержания, которая присутствует во всякой православной семье. Более того, была запущена так называемая «Зеленая серия». То есть со всего православной, все ойкумены православные, гламурные, милые такие, содержанточеские писатели, вот они приобрели для себя такую возможность издательства. Поэтому теперь в таком же оформлении множество других книг. То есть это то, что сегодня читает православный. Зачем читать Чехова? А Толстого вообще церковь отлучила. Поэтому хотите вот вы культуру, хотите книжки читать про вечные вопросы, вот для вас есть правильные православные книжки. Читай и не уходи никуда далеко. Потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Поэтому если ты такой дурачок и тебе скучно, значит, читать творения святых отцов, или ты до них не дорос, уже есть импортозамещение, православные комиксы и даже православные фильмы. Вот. Значит, так что в области культуры православная церковь вот совершает то, о чем я сказал, попытку взять и заявить о себе не как об одном из элементов всей культуры, а как о культуре во всей своей полноте. Хотя напоминаю, конечно, схему, с которой я начал, что люди выбирают религию из определенных чувств или соображений исходя. И она для них должна иметь определенное какое-то прикладное значение, и к счастью или к радости сегодня она такое значение уже понемножечку приобретает. Ну и напоследок, конечно, предлагает для осмысления схему Рональда Инглхарта. Это один из главных современных политсоциологов, который показывал то, как в мире сегодняшнем, это грандиозное исследование, которое велось много-много-много лет, в котором показаны основные ценности в разных странах мира. И он эти ценности умудрился ввести в определенные декартовые координаты. То есть, если мы смотрим линии снизу вверх, вертикальная линия, то внизу мы видим традиционные ценности, которые постепенно оскудевают и превращаются в светско-рациональные ценности. Одновременно с ними Инглхарт упорядочил горизонтальную шкалу, где мы видим ценности служения кому-то, обществу, нации, людям, семье, там, семейные скрепы и прочее, которые постепенно превращаются в ценности самовыражения. И мы можем найти наше государство, любое другое государство, вот в этой системе координат. То есть религия не является частным делом каждого, как многие, извините за выражение, недальновидные, не очень разбирающиеся в том, что происходит за пределами книжек, которые они любят читать. Религиоведы, культурологи происходит. И то, что религия, как только ей предоставляешь статус частного дела, личного дела каждого, через время она уже проходит в парламент, через время она уже приходит в Конституцию, и мы видим скрепы, и мы видим ценности, с которыми мы вынуждены считаться. И либо наше мировоззрение, если мы атеисты, скептики, агностики, будет объявлено неправильным, либо мы вынуждены будем лавировать, кентавров каких-то из себя изображать, становиться православными физиками, либо мы вынуждены врать. В голове имея одно, по ночам имея одну жизнь, а днем имея жизнь совершенно другую. Так что вот, друзья, перед нами вот эта система ценностей, то есть именно тех определенных жизненных мотиваторов, вдохновляющих идей и поступков, которыми руководствуется среднестатистический житель нашего мира.